Здравствуйте. Готовы к истории, в которой есть все: любовь, предательство, семейные тайны и невероятная стойкость героини? Тогда знакомьтесь, Вера. Ее принцип «своё не отдам» изменил все. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Еще в стенах университета Вера поражала окружающих своей целеустремленностью. Изучая экономику, она не просто поглощала сухие теории и формулы. Она с математической точностью выстраивала контуры своего будущего, как опытный архитектор чертит безупречный план. В 22 года, получив заветный диплом с отличием, она без раздумий шагнула в профессию, устроившись в солидную аудиторскую компанию. Ее карьера складывалась стремительно и удачно. Всего за 5 лет Вера прошла путь от рядового специалиста, засиживавшегося за отчетами допоздна, до ведущего аудитора, чье мнение было весомо на совещаниях высшего уровня. Но ее жажда развития не угасала за стенами офиса. Свободное время, которого было не так много, Вера посвящала бесконечному образованию. Курсы финансового планирования и инвестиций сменялись тренингами по личностному росту. Ее истинной отдушиной, единственным местом, где она могла отключить неумолчный аналитический ум, были боевые искусства. Трижды в неделю она приходила в секцию айкидо, где плавные, сконцентрированные движения не только поддерживали ее в превосходной физической форме, но и дарили ту самую, столь ценимую ею внутреннюю уверенность и гармонию. В то время как профессиональная жизнь Веры напоминала ровную и светлую дорогу, личная до встречи с Артёмом была тернистым путем. Были отношения с однокурсником, умным и образованным, но совершенно лишённым инициативы, плывущим по течению. Затем роман с коллегой Сергеем, амбициозным до одержимости, зацикленным на карьерной гонке до такой степени, что за блеском его должности он не видел её самой. Ни одни из этих отношений не продлились больше года. Вера интуитивно чувствовала и сознательно понимала, что не находит партнера, который бы разделял ее жизненные цели и глубинные ценности. Идея приобрести собственное жилье, стать полноправной хозяйкой своей территории, созрела в ней к 25 годам. К тому времени ей удалось скопить на первоначальный взнос, откладывая почти треть зарплаты с аскетичной дисциплиной. Банк одобрил ипотеку, и вот Вера стала владелицей пусть и небольшой, но своей собственной однокомнатной квартиры. «Своя крепость», — с гордостью говорила она подругам, приглашая их на скромные новоселья. Последующие 3 года Вера жила в режиме жесткой экономии. Минимум развлечений, одежда исключительно по распродажам, отпуск проводила только на даче у родителей. Каждый месяц она отправляла в банк сумму, превышающую обязательный платеж, яростно стремясь как можно скорее сбросить с себя долговое бремя. «Ты с ума сошла?» — качала головой ее лучшая подруга. «Жить надо, развлекаться, а не сидеть по вечерам дома с калькулятором». «Когда я закрою ипотеку, буду развлекаться вдвойне», — невозмутимо парировала Вера. «Зато у меня будет настоящий запас прочности». В 28 лет она достигла этой цели. Вера полностью выплатила кредит. Это достижение придало ей не просто уверенности, а ощущение незыблемого фундамента под ногами. Теперь, когда базовая фундаментальная потребность в собственном жилье была удовлетворена, она позволила себе расслабиться. Стала чаще выбираться с подругами в уютные кафе, посещать выставки современного искусства и даже отправилась в долгожданный тур по Европе. Год спустя ее аналитический ум, уже не скованный страхом перед долгами, задумался о новой финансовой стратегии — приобретении второй квартиры как инвестиции. Рынок недвижимости демонстрировал стабильный рост, и Вера рассчитала, что сдача жилья в аренду обеспечит ей дополнительный пассивный доход. На этот раз она без тени тревоги взяла ипотеку на 10 лет, подсчитав, что арендная плата будет почти полностью покрывать ежемесячные взносы. Однокомнатная квартира в новостройке требовала тщательного ремонта. И все выходные на протяжении нескольких месяцев Вера проводила там, лично контролируя работу нанятых мастеров, скрупулезно выбирая отделочные материалы и функциональную мебель. «Теперь я официально могу называть себя рантье», — пошутила она, когда первый арендатор, молодой ученый, заселился в квартиру и внес авансовый платеж. Появление прочной финансовой подушки кардинально изменило ее мироощущение.
Вера больше не чувствовала необходимости считать каждую копейку. Могла позволить себе качественные, дорогие вещи без угрызений совести. Исчез преследующий многих страх внезапно потерять работу или серьезно заболеть. На такой случай у нее был внушительный запас средств. Эта новая непоколебимая уверенность ярко отражалась в ее облике. Перед окружающими представала красивая, подтянутая женщина 30 лет, с прямым, спокойным взглядом темно-карих глаз и легкой уверенной походкой. С Артемом Вера познакомилась на дне рождения общей подруги Наташи. Он пришел с их общим знакомым, коренастый широкоплечий мужчина, чью спортивную осанку выдавали расправленные плечи. Его обаятельная, чуть смущенная улыбка и внимательно изучающий взгляд сразу привлекли Веру. Русые волосы были аккуратно подстрижены, а на запястье виднелись дорогие, но строгие часы, говорившие о вкусе и статусе. Артём работал в крупной строительной компании, занимая должность заместителя руководителя отдела продаж. «Как это получается, что такая красивая и умная девушка до сих пор свободна?» — спросил он, когда они неожиданно оказались рядом за большим деревянным столом. «Возможно, потому что подобные вопросы задают слишком многие мужчины», — парировала Вера, но, увидев искреннюю растерянность в его глазах, смягчилась. «А если серьезно, я просто еще не встретила того, с кем бы захотела связать жизнь». Вечер пролетел в непринужденной беседе. Артём оказался тем редким типом собеседника, кто умел не просто говорить, но и слушать, задавая точные, правильные вопросы и вставляя уместные, остроумные шутки. С ним было не просто интересно, было комфортно. Когда вечеринка закончилась, он, не пытаясь строить из себя галантного кавалера, просто предложил: «Позволь, я провожу тебя, уже поздно». У подъезда ее дома, под сенью шумящих кленов, он спросил, стараясь скрыть легкое волнение: «Можно я позвоню тебе завтра?» Вера, обычно столь осторожная, согласилась без тени сомнения. Их первое свидание состоялось в небольшом уютном ресторане с приглушенным светом и живой музыкой. Артём появился с пышным букетом из лилий, ее любимых цветов. Это был изящный и тактичный жест, который тронул Веру, хотя она и была уверена, что никогда не делилась с ним своими предпочтениями. «Я спросил у Наташи», — честно признался он с обезоруживающей улыбкой. За беседой он, не стесняясь, делился воспоминаниями из детства. «Когда мне было 12, отца не стало. Было непросто, но мама — героиня. Всегда старалась, чтобы мы с сестрой ни в чем не нуждались». Эта искренняя теплота, с которой он говорил о матери, отозвалась в ее душе тихим, теплым эхом. В конце вечера Артём, не допуская возражений, мягко, но решительно настоял на том, чтобы оплатить счет. «В следующую очередь твоя», — улыбнулся он, и Вера, обычно принципиальная в вопросах независимости, на этот раз легко уступила, польщённой его старомодной галантностью. Так они начали встречаться. Артём раскрывался как внимательный, щедрый кавалер, чья забота проявлялась не в громких жестах, а в тонком знании её мира. Он мог неожиданно принести плитку того самого миндального шоколада, который она лишь раз обмолвилась в разговоре, что любит. Или заказать билеты на камерный спектакль молодого режиссера, упомянутый ею неделю назад. Это внимание к мельчайшим деталям, эта почти детективная чуткость к её невысказанным желаниям покоряли Веру куда сильнее, чем любые дорогие подарки. Их первая интимная близость, случившаяся через месяц после начала отношений, стала естественным продолжением этой растущей близости. Артём оказался нежным и чутким любовником, чьи прикосновения говорили красноречивее слов. Они лежали, сплетясь в полумраке её спальни, и Вера, прислушиваясь к мерному стуку его сердца, ощущала себя по-настоящему счастливой, растворенной в этом моменте полного доверия и покоя. «Ты потрясающая», — шептал он, перебирая её волосы пальцами. «Я никогда не встречал такой женщины, как ты». Отношения развивались стремительно, подобно весеннему половодью, сметающему все преграды. Они проводили вместе все выходные, а вскоре стали задерживаться друг у друга на ночь и в будни, пока Вера однажды утром за завтраком не предложила ему перевезти часть вещей. «Ты правда этого хочешь?» — спросил он, обнимая её сзади, и в его голосе прозвучала неподдельная надежда. «Правда», — ответила Вера, поворачиваясь к нему. «Мне нравится засыпать и просыпаться рядом с тобой».
Вскоре в ее некогда безупречно организованном пространстве появились его коробки с одеждой, игровая приставка и стопка любимых книг. Совместная жизнь закрутилась с непривычной, но приятной суетой. Вера великодушно уступила ему половину гардероба и выделила полку в ванной для его бритвенных принадлежностей. Артём, в свою очередь, охотно помогал по хозяйству. Ходил в магазин, выносил мусор, а иногда даже готовил свое фирменное блюдо — макароны с сыром и беконом. Единственным, но упорным яблоком раздора стали финансы. Как-то вечером Вера, движимая своим врожденным стремлением к порядку, предложила вести общий бюджет. «Давай каждый будет вносить по 15 тысяч в месяц в общую копилку», — предложила она. «Это будут наши деньги на отпуск, крупные покупки или непредвиденные расходы». Однако Артём отнесся к этой идее с заметной прохладой. «Знаешь, я не очень люблю все эти подсчеты, признался он, отводя взгляд. «Никогда не умел экономить. Живу по принципу «получил, потратил». «Это несложно», — улыбнулась Вера, пытаясь разрядить обстановку. «Я покажу тебе простую таблицу, которую веду сама. Записываешь все доходы и расходы, и сразу видно, на что уходят деньги и где можно сэкономить». «Звучит как вторая работа», — поморщился Артём. «Я и так целый день в офисе с цифрами вожусь. Может, просто будем покупать то, что нужно, когда нужно, не усложнять». Вера, почувствовав его искреннее сопротивление, не стала настаивать. Но в глубине души легкая тень разочарования и тревоги коснулась ее сердца. Она не могла понять, как можно игнорировать такую очевидную необходимость планирования. И потому, оставшись наедине со своими принципами, она по привычке открыла на планшете знакомую таблицу и продолжила аккуратно вносить туда цифры, откладывая часть своих средств в тихую, но надежную гавань будущего. Прошло 8 месяцев с того дня, как их жизни переплелись под одной крышей, когда Артём решился на главный вопрос. Это произошло во время их неспешных выходных на природе, в уединенном домике на берегу озера, где воздух был напоен ароматом хвои и тишиной. Вечером, когда алое солнце стало тонуть в черной воде, окрашивая небо в багровые тона, они сидели на деревянной террасе с бокалами рубинового вина. Внезапно Артём опустился перед ней на одно колено, и в его пальцах блеснула бархатная коробочка. «Вера, ты самое лучшее, что случилось в моей жизни». Голос его дрожал от волнения. «Я хочу просыпаться рядом с тобой каждое утро, стареть вместе, создать настоящую семью. Ты выйдешь за меня?» Кольцо? Не роскошное, но изящное. Тонкой золотой нитью, с небольшим, но чистым бриллиантом, поймала последний луч заката. «Да», — просто ответила Вера, чувствуя, как все ее существо заполняет согревающее душу тепло, смешанное с трепетом предстоящего пути. Обсуждение будущего торжества выявило их первые серьезные расхождения. Вера, практичная и дальновидная, предложила скромную церемонию в кругу самых близких, а средства, которые могли бы раствориться в одном дне, направить в надежную гавань общего будущего. «Моя мама, наверное, расстроится», — сомнением вздохнул Артём. «Она с детства мечтала для меня о лимузинах, большом ресторане и фате. Но это наша с тобой свадьба», — мягко, но настойчиво напомнила Вера. «И я бы предпочла, чтобы эти деньги работали на нашу мечту. Может быть, на первоначальный взнос за квартиру побольше?» Артём удивленно поднял брови. «Но у тебя же уже есть квартира». «Да, но кто знает, что будет через пару лет», — объяснила она, мысленно уже выстраивая финансовую модель. «Особенно если мы решим завести детей. Пространства потребуется больше, и планировать такие вещи нужно заранее». Артём, хоть и с заметной горечью разочарования, в итоге согласился, не в силах спорить с её железной логикой. Свадьбу сыграли в камерном ресторане в кругу 30 самых близких. Антонина Григорьевна всё же настояла на традиционном белом платье для невестки. И Вера, идя на компромисс, выбрала простой, но элегантный наряд без лишних кружев и страз. Медовый месяц провели в Турции, в 5-звездочном отеле по системе «всё включено». И здесь Вера с удивлением отметила контраст в поведении мужа. Привыкший в быту к относительной скромности, здесь он словно сбросил все ограничения. Он заказывал самые дорогие коктейли, настоял на номере с видом на море, хотя разница в цене была существенной, и записался на все платные экскурсии подряд. «Я же не каждый день женюсь», — отмахнулся он, когда Вера осторожно намекнула, что можно было бы выбрать программы и познавательнее.
Хочу, чтобы ты запомнила этот отпуск надолго. Вернувшись в Москву, они продолжили жить в квартире Веры, исправно получая арендные платежи за вторую. Первые месяцы брака прошли в приятных хлопотах. Они обновили часть мебели, закупили современную технику на кухню, строя планы на будущее. Однако идиллию вскоре стали омрачать тревожные звоночки. Артём стал чаще задерживаться после работы, ссылаясь на бесконечные деловые ужины и корпоративы. Вера, не имея причин не доверять, все же заметила, как муж стал нервным и раздражительным, особенно когда речь заходила о финансах. «Почему ты всегда так зациклена на этой своей экономии?» — спросил он однажды, когда она предложила повременить с покупкой новой игровой приставки. «У нас хорошие зарплаты. Можем позволить себе жить в свое удовольствие». «Дело не в экономии, а в разумном планировании», — терпеливо возразила Вера, чувствуя, как нарастает знакомое напряжение. «У нас есть обязательства по ипотеке, страховые платежи, и, наконец, нам необходима финансовая подушка безопасности». «Вечно у тебя эта подушка», — фыркнул Артём с нескрываемым раздражением. «Мы не в лихие 90-е живём, чтобы откладывать на чёрный день. Если что, родители помогут». Эта фраза заставила Веру нахмуриться. «Твои родители, Артём. Твоей маме 60, она на пенсии, а сестра едва сводит концы с концами. О какой помощи ты говоришь?» «Не понимаю, почему ты так негативно относишься к моей семье», — огрызнулся он. «Я не отношусь негативно», — попыталась объяснить Вера, ощущая, как почва уходит из-под ног. «Я просто трезво оцениваю ситуацию». Подобные стытки стали повторяться все чаще, создавая в их доме незримую, но ощутимую стену непонимания. Артём видел в её расчётливости скупость, а она не могла донести до него простую истину о ценности финансовой независимости. Всё изменилось после визита к его матери на день рождения. Антонина Григорьевна встретила их в новом, явно дорогом наряде, который, как она с гордостью похвасталась, был куплен в известном бутике. «И сумочка к нему от того же дизайнера», — добавила она, кокетливо поводя плечом. «Я давно о такой мечтала». Вера, зная о скромной пенсии свекрови и отсутствии у неё иных источников дохода, лишь молча перевела взгляд на мужа, и в её душе впервые шевельнулся холодный, цепкий червь сомнения. После того визита, когда они собирались к отъезду, мать отвела Артёма в сторону под предлогом помочь донести сумки. Разговор за дверью в прихожей был тихим, настойчивым, но Вера уловила обрывки фраз, врезавшихся в сознание. «Кредит. Всего на несколько месяцев. Выручи, сынок». По дороге домой Артём был угрюмо молчалив, а уже в стенах их квартиры, глядя в окно на темнеющий город, с трудом выдохнул признание. «Маме срочно нужны деньги. Взяла кредит на якобы ремонт. Не рассчитала сил». «Сколько?» — напрямую, без предисловий спросила Вера, чувствуя, как внутри всё сжимается. 200 000. Артём не смотрел ей в глаза, вертя в руках ключи от машины. «Она отдаст, просто сейчас тяжело с платежами. Ей помогает Галина. Ну и я тоже могу помочь». «Артём», — Вера старалась говорить спокойно, хотя пальцы непроизвольно сжались. «Твоя мать на пенсии. Как она собирается отдавать такую сумму?» «Ну, ей помогает Галина. Я тоже могу помочь». Он, наконец, посмотрел на жену, и в его взгляде читались и вина, и раздражение. «Я понимаю, что это твоя мать», — вздохнула Вера, ощущая тяжесть нарастающего конфликта. «Но 200 000 — это серьезная сумма. Мы могли бы помочь, но мне кажется, нужно честно поговорить с твоей мамой о финансовой ответственности. Объяснить, что нельзя брать такие кредиты, не имея реальной возможности их выплачивать, особенно в ее возрасте». «А, брось, все берут кредиты», — отмахнулся Артём. Его голос зазвучал выше. «Весь мир на них держится. Поможем сейчас, а там она как-нибудь сама разберется». Вера, сжав волю в кулак, неохотно согласилась. Но этот случай стал для нее треснувшим стеклом, сквозь которое она начала с удвоенным вниманием вглядываться в финансовые привычки мужа. Она заметила, что Артём тратит значительную часть своей зарплаты на сиюминутные желания. Дорогой виски, брендовые рубашки, последнюю модель смартфона. При этом в общий бюджет он вносил деньги нерегулярно и всегда меньше оговоренной суммы. «Может, стоит пересмотреть наши траты?» — осторожно предложила она как-то вечером. «Например, ты мог бы отказаться от абонемента в тот премиальный спортзал, если ходишь туда раз в месяц.
В нашем доме есть хороший фитнес-клуб, в 3 раза дешевле». «Что за мелочность?» — возмутился Артём. «Я зарабатываю достаточно, чтобы позволить себе нормальный спортзал. Не все хотят потеть в подвале с тренажерами времен динозавров». «Дело не в мелочности, а в разумном подходе», — начала выходить из себя Вера. «Мы тратим на твои хотелки больше, чем откладываем на наши общие цели». «Мои хотелки?» — повысил голос Артём. «А твоя машина, которую ты впарила, это не хотелка?» «Я купила подержанную машину по разумной цене и полностью за свои личные сбережения, не из семейного бюджета», — парировала Вера, чувствуя, как гнев подступает к горлу. «В отличие от твоего последнего айфона, на который ушла почти вся твоя зарплата». Ссора закончилась оглушительным хлопком двери. Артём ушёл проветриться и вернулся под утро, пахнущий перегаром и дымом. Утром он, бледный и помятый, извинялся, клялся стать внимательнее к бюджету. На несколько недель в доме воцарилось хрупкое затишье, но вскоре история повторилась. На этот раз деньги понадобились Галине для первоначального взноса за машину. «Она копила, но не хватает», — объяснил Артём. «Ей нужна машина для работы. Она устроилась в другой салон, далеко от дома. Почему бы ей не взять автокредит? Или подождать, пока накопит полную сумму?» — спросила Вера, чувствуя знакомую усталость. «Процент по автокредиту — грабеж. А ждать она не может. Работа начинается через неделю», — возразил он. В этот раз Вера была непреклонна. «Извини, но мы только что помогли твоей матери. Я не против помочь Галине, но меньшей суммой. Пусть возьмет кредит на часть стоимости». Я уже пообещал ей», — смущенно признался Артём, опустив голову. Вера не поверила своим ушам. «Ты пообещал? Не посоветовавшись со мной? Я не думал, что ты будешь против», — попытался оправдаться он. «Ты же всегда говоришь о взаимопомощи, о семейных ценностях. Взаимопомощь не означает, что мы должны спонсировать необдуманные финансовые решения твоих родственников», — воскликнула Вера. «И да, решения о крупных тратах из семейного бюджета мы должны принимать вместе». После долгого и напряженного спора они сошлись на том, чтобы дать Галине лишь часть запрошенной суммы в качестве беспроцентного займа с условием возврата в течение года. Галина, полная благодарностей, обещала исправно выплачивать по 10 тысяч ежемесячно. Но после 3-го платежа выплаты внезапно прекратились, якобы из-за непредвиденных обстоятельств. К несчастью, такие ситуации начали повторяться с удручающим постоянством. То мать Артёма просила помочь с оплатой путевки на море, то сестре срочно потребовались деньги на стоматологическое лечение. Артём, разрываясь между семьей и родными, не мог им отказать, каждый раз уверяя Веру, что это уж точно в последний раз. Вера все чаще ловила себя на тягостных раздумьях, была ли ее решимость связать жизнь с Артёмом той самой нитью, из которой можно сплести прочное полотно совместного будущего. Она по-прежнему любила его, эту искру в его глазах, это тепло, что разливалось по ее душе, когда он был рядом. Но финансовая безответственность мужа и та настойчивость, с которой его семья тянула из них деньги, словно из неиссякаемого колодца, ложились на их отношения густой, не рассеивающейся тенью. Окончательно чаша ее терпения переполнилась, когда Вера случайно обнаружила, что Артём тайком за ее спиной взял кредит на крупную сумму. Она искала на его телефоне фотографии с их недавней поездки за город, как вдруг взгляд выхватил на экране оповещение из банка. «500 000 рублей?» — воскликнула она, показывая ему злосчастную выписку, и голос ее дрогнул от смеси гнева и боли. «И ты не посчитал нужным хотя бы сказать мне?» «Я собирался... просто искал подходящий момент», — пробормотал он, отводя взгляд. «Подходящий момент?» Ее смех прозвучал горько и сухо. «Для чего? Для признания, что ты взял кредит втайне от жены? На что вообще пошли эти деньги, Артём?» Под натиском ее вопросов он сломался и признался, что деньги ушли на погашение новых долгов матери и сестры, а также на покупку новейшего игрового комплекта и телевизора для себя. «Ты всегда становишься такой скупой, когда дело касается моей семьи», — с горечью бросил он, пытаясь перевести стрелки. «А они действительно нуждаются». «Я не скупая, я рациональная», — возразила Вера, чувствуя, как сжимаются ее кулаки. «Твоя мать покупает вещи из бутиков, ездит на курорты и живет непосредством. Это не нужда, Артём.
это хроническое неумение распоряжаться деньгами. И теперь я вижу, ты уверенно идешь по ее стопам. «Не смей так говорить о моей матери!» Голос его взлетел, в нем зазвенела давняя детская обида. Она всю жизнь на нас положила, во всем себе отказывала. А сейчас она решила позволить себе все. За наш с тобой счет. Ехидно, сквозь стиснутые зуба, спросила Вера. Эта ссора, ядовитая и изматывающая, затянулась далеко за полночь и завершилась тем, что они впервые за все время совместной жизни разошлись по разным комнатам. Артём, хмурый и несговорчивый, устроился на диване в гостиной. Утром за завтраком, сквозь густое молчание, Вера, собрав волю в кулак, предложила компромисс. «Давай составим четкий финансовый план. Рассчитаем, сколько мы реально можем помогать твоей семье без ущерба для наших собственных целей. И главное правило — больше никаких тайных кредитов. Никаких». Артём, не глядя на неё, нехотя кивнул. Но Вера, глядя на его сжатые плечи и упрямый затылок, ясно чувствовала. Это лишь временная передышка. Пороховая бочка, а не затушенный костер. Последующие месяцы в их жизни можно было бы назвать эпохой холодной войны. На поверхности все выглядело относительно благополучно. Они вместе ходили на работу, делили ужины, изредка выбирались в кино или на встречи с друзьями. Однако сама атмосфера в доме изменилась, стала разреженной и настороженной. Исчезла та легкая, непринужденная теплота, что раньше согревала их общение. Теперь каждый шаг и слово были взвешены, словно оба постоянно ожидали подвоха. Вера продолжала механически вести семейный бюджет, но прежнего энтузиазма в этом не было. Лишь тягостное чувство обязанности. Артём вносил свою долю нерегулярно и почти всегда меньшую сумму, прикрываясь туманными отговорками. «А где остальное?» — спросила она, когда он в очередной раз протянул ей лишь половину оговоренной суммы. «Пришлось срочно купить новые шины для машины. Зима на носу». Пожал он плечами, избегая ее взгляда. «Мы же обсуждали эту покупку неделю назад и решили отложить до следующего месяца». Нахмурилась Вера, чувствуя, как по спине бегут знакомые мурашки раздражения. «Нашёл выгодную скидку, не мог упустить», — отмахнулся он. Подобные случаи повторялись с удручающим постоянством. То внезапно ломались наушники и требовалась дорогая замена, то возникала острая необходимость в новой представительной куртке для работы. При этом их общая копилка пустовала, а любые попытки Веры обсудить проблему натыкались на стену. Артём либо отшучивался, либо ссылался на усталость после важных деловых встреч и корпоративов. Вера стала замечать и другие тревожные звоночки. Он стал чаще уединяться для разговоров с матерью, выходя на балкон или приглушая голос, возвращался оттуда нервным и рассеянным. Однажды она невольно услышала обрывок фразы: «Да, мам, я понимаю». Нет, Вера не согласится. Попробую найти другой способ. И словно в подтверждение ее худших подозрений, после этих таинственных звонков Артём обычно становился подчеркнуто внимательным и ласковым. Приносил цветы, предлагал сходить в ресторан или устроить романтический вечер дома. Вера, конечно, ценила эти порывы, но в глубине души не могла избавиться от гнетущего ощущения, что за каждым таким жестом кроется не искреннее желание сделать ей приятно, а невысказанная просьба или, что хуже, попытка загладить очередную вину. Ее интуиция, острая и неумолимая, подсказывала, что за фасадом показного спокойствия зреет новая буря. Когда в один из таких вечеров, после ужина с бокалом хорошего вина, Артём, делая вид, что роняет слова между делом, произнес: «Кстати, я тут подумал, у нас ведь есть вторая квартира, которую мы сдаем. А что, если ее продать? Сейчас на недвижимость такие выгодные цены, можно здорово вложиться во что-то более перспективное». Вера отложила вилку и с недоумением посмотрела на мужа. «Продать?» — переспросила она, стараясь сохранить спокойствие. «А зачем? Она приносит стабильный доход, который почти полностью покрывает ипотеку. Через 7 лет она будет полностью нашей, и мы получим чистую прибыль. Но можно же найти варианты и выгоднее», — настаивал Артём, тщательно избегая ее взгляда. «Например, вложиться в акции или валюту, или в какой-нибудь перспективный бизнес». «В какой еще бизнес?» Вера почувствовала, как в воздухе запахло подвохом. «У тебя есть конкретные предложения?» «Пока нет, но я активно изучаю варианты», — уклончиво ответил он, отхлебывая вина. «Странно», — заметила Вера, пристально глядя на него.
Раньше ты никогда не проявлял интереса к инвестициям. Обычно это я, апологет финансового планирования в нашей семье. Люди меняются, пожал он плечами с наигранной легкостью. Я стал больше задумываться о нашем будущем. Вера решила не развивать тему. Но внутренняя тревога, острая и холодная, сжала ее сердце. Она отчетливо понимала, что за внезапным интересом мужа к ее недвижимости скрывается нечто иное. И это нечто почти наверняка было связано с его семьей. Ее самые худшие догадки подтвердились неделю спустя, когда Антонина Григорьевна неожиданно пригласила их на торжественный ужин. В квартире матери Артёма их ждал щедро накрытый стол. Изысканные салаты, запечённая курица и бутылка дорогого коньяка. Присутствовала и Галина, сияющая загадочной улыбкой. «Дорогие мои, у меня для вас потрясающая новость», — объявила Антонина Григорьевна, с триумфом разливая коньяк по бокалам. «Я нашла дом своей мечты. Небольшой, но очень уютный, в пригороде, с садом и местом для барбекю». «Поздравляю», — осторожно сказала Вера, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. «И как вы планируете его приобрести?» «Но это пока в процессе обсуждения», — уклончиво ответила женщина, отведя взгляд. «Нужно найти подходящие источники финансирования». Вера заметила, как Артём и Галина быстро переглянулись. «Какие именно источники?» — настойчиво спросила она. Её голос прозвучал твёрже, чем она предполагала. «Артём предложил помочь», — вмешалась Галина, слащаво улыбаясь. «Всё-таки мама столько для нас сделала». «И сколько стоит этот дом?» Вера посмотрела прямо на Антонину Григорьевну. «Всего-то 4 миллиона», — отмахнулась та, словно речь шла о сумме на обед в кафе. «По нынешним временам это просто копейки за такой хороший дом». Вера почувствовала, как у неё перехватило дыхание. Теперь всё встало на свои места. «А что будет с вашей нынешней квартирой?» — спросила она, уже зная ответ. «О, я планирую оставить её Галине», — просияла Антонина Григорьевна. «Девочке уже нужно своё жильё, она ведь совсем взрослая». Всю обратную дорогу Вера молчала, переваривая циничность предложенной схемы. Только дома, когда они остались наедине, она выплеснула накопившееся. «Так вот, зачем ты предлагал продать мою квартиру? Чтобы профинансировать покупку дома для твоей матери?» «Нашу квартиру», — поправил Артём, начиная злиться. «Мы же семья. И да, я хотел помочь маме осуществить её мечту. Что в этом плохого?» «Что плохого?» Вера не могла поверить своим ушам. «Ты предлагаешь продать квартиру, которую я купила на свои заработанные тяжким трудом деньги, чтобы твоя мать могла купить дом, а её нынешнюю квартиру отдать твоей сестре? А мы что получаем в этой сделке?» «Мы помогаем семье!» Голос Артёма зазвенел от раздражения. «Неужели ты не понимаешь, как важно поддерживать близких?» «Близких надо поддерживать в разумных пределах», — парировала Вера, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «А это, извини, не поддержка, а чистейшей воды финансовое донорство. Твоя мать покупает дом за наши деньги. Твоя сестра получает бесплатное жилье, а мы остаемся без второго актива, который обеспечивал нам пассивный доход и был частью нашего семейного капитала. Ты всегда была скупой». Бросил он ей в лицо, его глаза сверкали гневом. «Вечно считаешь каждую копейку, словно завтра наступит конец света». «Я не скупая, я ответственная». Вера старалась говорить спокойно, но голос предательски дрожал от возмущения. «Я заработала на обе квартиры сама, мне никто не помогал. И я не собираюсь так легко разбрасываться тем, что создано тяжелым трудом и дисциплиной». Конфликт не разрешился в тот вечер. Они снова разошлись по разным комнатам, кипя от взаимной обиды и злости. На следующий день Артём сделал вид, что ничего не произошло, а Вера не стала поднимать болезненную тему снова. Однако внутренне она стала ещё более настороженной и внимательной, как сторож, предчувствующий бурю. И, как вскоре выяснилось, её бдительность была вовсе не напрасной. Спустя пару недель, в один из обычных вечеров, Вера, проверяя состояние их общего счёта через мобильное приложение, обнаружила транзакцию, от которой у неё похолодело внутри. С карты было снято почти 300 тысяч рублей. Крупная сумма, о которой он даже не обмолвился. Получателем значилась Антонина Григорьевна. Конфронтация была неизбежна. Когда Артём вернулся с работы,
Вера встретила его в прихожей, держа в дрожащих пальцах распечатку выписки. «Что это?» — спросила она ровным, холодным тоном, показывая ему злополучный документ. Артём сначала смутился, но, быстро взяв себя в руки, попытался сделать вид, что ничего страшного не произошло. Мама наконец-то нашла тот дом и должна была внести задаток. Ей нужно было срочно, а ты все равно бы не согласилась. То есть ты просто взял наши общие деньги, не посоветовавшись со мной, и перевёл их своей матери? Вера ощущала, как волны гнева подступают к горлу, но она сдерживала их, стараясь не кричать. «Это всего лишь задаток», — пытался оправдаться Артём, избегая её взгляда. «Она вернёт, когда продаст свою квартиру». «Продаст?» — Вера язвительно усмехнулась. «Ты же сам говорил, что она оставляет её Галине». Планы поменялись», — неуверенно пробормотал он. «Галина может какое-то время пожить с мамой в новом доме. А почему твоя мать вообще решила, что может позволить себе дом за 4 миллиона?» Не унималась Вера, её голос звенел от напряжения. «У неё же нет таких денег». «Будут», — упрямо бросил Артём, начиная злиться. «Она продаст квартиру, что-то добавим мы». «Мы?» — Вера не поверила своим ушам. «Артём, я не собираюсь вкладываться в дом твоей матери. У нас с тобой есть свои планы, свои цели. Мы работаем, платим ипотеку, откладываем на будущее. А ты хочешь всё это пустить на прихоть пожилой женщины, которая не умеет жить посредством?» «Не смей так говорить о моей матери!» — закричал Артём. Его лицо исказилось от ярости. «Она всю жизнь на нас с сестрой положила. И теперь, когда у неё появилась возможность пожить в нормальных условиях, ты хочешь ей в этом отказать?» «При чём тут я?» — не выдержала Вера. «Если ты хочешь помочь матери, помогай. Из своих средств. Продай свою машину, возьми кредит, в конце концов. Но не трогай наши общие деньги. И уж тем более не смей претендовать на мою добрачную собственность». «Ах, вот как!» — с горькой усмешкой произнес он. «Значит, когда речь идёт о твоей собственности, то это твоё. А когда о моём желании помочь родным, то это вдруг наши деньги?» «Это не так, и ты прекрасно это знаешь». Вера старалась говорить спокойно, но это стоило ей невероятных усилий. «Я всегда честно вносила свою долю в общий бюджет. Никогда не жадничала. Но я не хочу финансировать безответственные траты, которые могут поставить под угрозу наше с тобой будущее. Пойми, если мы сейчас потратим все сбережения, а потом, не дай бог, кто-то из нас потеряет работу или заболеет, что мы будем делать?» «Всегда можно занять», — отмахнулся Артём. «У кого?» — её голос сорвался. «У твоей матери, которая сама по уши в долгах? Или у моих родителей, у которых только пенсия?» Спор, яростный и бесплодный, продолжался до глубокой ночи, но к консенсусу они так и не пришли. Артём с пеной у рта настаивал, что помощь матери — его священный долг. А Вера пыталась до него достучаться, объясняя, что эта помощь должна быть разумной и не ставить под угрозу их собственное финансовое благополучие. На следующий день, едва они вернулись с работы, на их пороге появилась сама Антонина Григорьевна. Она была готова к серьезному разговору, нарядно одетая, с безупречным макияжем. «Верочка, девочка моя», — начала она сладким сиропным голосом, едва переступив порог. «Артём рассказал мне о вашем вчерашнем недопонимании. Я хотела бы всё прояснить». «Конечно, Антонина Григорьевна», — сдержанно ответила Вера, пропуская свекровь в квартиру. «Я вас слушаю». «Видишь ли, этот дом — не просто прихоть старой женщины». Свекровь удобно устроилась в кресле, грациозно расправляя складки на своей дорогой юбке. «Это инвестиция в наше общее будущее. Представь, летом вы с Артёмом будете приезжать на барбекю, на природу. Когда появятся дети, им будет где бегать, играть на свежем воздухе. Разве это не прекрасно звучит?» Звучит заманчиво. Вежливо, но без энтузиазма согласилась Вера. «Но почему бы вам не рассмотреть вариант дачи попроще? Есть же отличное предложение за городом в пределах 1-1,5 миллиона. В таких домах...» «А в том доме, который я присмотрела», — с легкой брезгливостью перебила ее Антонина Григорьевна, все как в городской квартире, только с садом. И расположен очень удобно, всего полчаса езды. И все же 4 миллиона — это очень серьезная сумма. Не отступала Вера, чувствуя, как внутри все сжимается. «Вы уверены, что сможете собрать такие деньги?» «Ну, моя квартира стоит около 3, я уже подсчитала.
без тени сомнения заявила свекровь. Остается всего ничего, 1 000 000. Артём говорил, что у вас есть вторая квартира, которую вы сдаёте. Может, имеет смысл её продать? Это же просто инвестиция, не то что родной дом для семьи. Вера почувствовала, как по телу разливается горячая волна гнева. Но с нечеловеческим усилием воли сдержалась, лишь сжав пальцы в кулаки, спрятанные в складках домашних брюк. «Антонина Григорьевна, эта квартира не просто актив. Это часть нашего с Артёмом будущего», — проговорила Вера, тщательно подбирая слова, но не отводя взгляда. «Это и стабильный источник дохода, и потенциальное жилье для наших будущих детей. Я не готова от него отказаться». «Но Артём — мой единственный сын». Голос свекрови внезапно дрогнул. На глазах выступили искусные блестящие слезы. «Неужели он не заслуживает того, чтобы помочь матери, которая отдала ему всю себя?» «Заслуживает», — согласилась Вера, чувствуя, как закипает раздражение от этой театральной игры. «И я не против помощи. Но помощь должна быть в разумных пределах. Продажа квартиры — это крайняя мера, на которую я не готова пойти ни при каких обстоятельствах». Разговор стремительно покатился по наклонной. Антонина Григорьевна, видя, что слезы не возымели действия, мгновенно перешла от мольбы к скрытым угрозам и отточенным манипуляциям. «Знаешь, Артём очень переживает из-за вашего конфликта», — сказала она, театрально вытирая глаза изящным платочком. «Говорит, что не узнает тебя, что ты изменилась после свадьбы, стала жесткой, меркантильной». «Интересно», — холодно заметила Вера, скрестив руки на груди. «А мне кажется, что это он изменился. Раньше мы оба ценили финансовую ответственность и планирование. А теперь он готов поставить под удар наше общее будущее ради сиюминутных желаний». «То есть ты ставишь деньги выше семьи?» — прищурилась Антонина Григорьевна, и в её глазах мелькнула стальная искорка. «Нет. Я ставлю долгосрочное благополучие нашей семьи, моей и Артёма, выше сиюминутных прихотей». Твёрдо, без тени сомнения, ответила Вера. Свекровь удалилась, излучая волны ледяного недовольства. Но Вера, проводив её взглядом, почувствовала горькое удовлетворение от того, что смогла отстоять свою позицию. Впрочем, это оказалась пирова победа. Артём, узнав о содержании разговора, устроил очередной громкий скандал, обвиняя жену в чёрствости, бессердечии и неуважении к его матери. С этого рокового момента их отношения стали стремительно и необратимо ухудшаться. Артём теперь практически жил на работе. Возвращался за полночь, а иногда от него пахло не просто усталостью, а перегаром. Вера, в свою очередь, с головой ушла в профессиональные задачи, стараясь не думать о трещине, превращавшейся в пропасть. Они почти перестали общаться на личные темы, их диалоги свелись к обсуждению счетов и бытовых мелочей. В один из таких вечеров, когда Артём в очередной раз не появился дома и даже не позвонил, Вера, сидя в тишине гостиной, впервые всерьез задумалась о будущем их брака. Она все еще любила мужа. Это теплое, но такое израненное чувство еще тлело в груди. Но с холодной ясностью понимала. Их взгляды на финансы, ответственность и саму суть семейных отношений оказались диаметрально противоположными. Возможно, им стоило разойтись, пока конфликт не достиг точки невозврата и не оставил после себя лишь пепел. Утром Артём вернулся домой, неожиданно воодушевлённым. Он принёс ароматный кофе и хрустящие круассаны из её любимой пекарни, был внимательным и заботливым, словно вернулся тот самый человек из первых месяцев их отношений. «Прости за вчерашнее», — сказал он, обнимая её. «Перебрал с коллегами, не хотел возвращаться в таком состоянии». Вера сдержанно приняла его извинения, но внутри оставалась настороже. Такие резкие перепады настроения у мужа, увы, обычно предшествовали новым, неприятным финансовым сюрпризам. Её опасения подтвердились спустя пару дней. Артём вернулся с работы с бутылкой дорогого шампанского и коробкой изысканных конфет. «У меня отличные новости», — объявил он с торжествующим видом, откручивая проволоку на пробке. «Маме одобрили ипотеку на дом». «Правда?» — удивилась Вера. «При её-то возрасте и доходах?» «Ну, не совсем ей», — уточнил Артём, и его взгляд стал ускользать. «Я выступаю созаёмщиком. Плюс мы продаём её квартиру, первоначальный взнос будет около 70%. Ежемесячный платёж получается совсем небольшой. Мама легко потянет».
Созаемщиком? Вера почувствовала, как у нее бешено заколотилось сердце, а в висках застучало. «Артём, ты понимаешь, что это значит? Если твоя мать не сможет платить, платить придется тебе. А если не сможешь ты, банк заберет дом, и твоя кредитная история будет безнадежно испорчена. Это может похоронить все наши планы на будущее». «Не драматизируй», — отмахнулся он, разливая пенистое вино по бокалам. Все продумано. Мы с Галиной будем помогать маме с платежами, если потребуется. Главное, что вопрос с домом решен. И без твоего участия, как ты и хотела». Вера понимала, что любые возражения теперь бессмысленны. Решение, ставящее под удар их общее благополучие, было принято за ее спиной. Гнетущее беспокойство не покидало ее, ведь она досконально знала финансовые привычки семьи мужа и не верила в благополучный исход. Их худшие опасения начали сбываться с пугающей скоростью. Уже через 3 месяца Антонина Григорьевна, продав городскую квартиру, с триумфом переехала в новый дом. Галина, вопреки прежним громким заявлениям, ютилась в комнате в коммуналке, оправдываясь тем, что маме срочно понадобились почти все вырученные средства на обустройство. Артём же теперь все свои выходные проводил в пригороде, помогая матери с бесконечным ремонтом и бессмысленным украшательством, тратя на это не только все свое свободное время, но и значительную, все возрастающую часть их семейного бюджета. «Когда это закончится?» — не выдержала Вера однажды вечером, когда Артём, пропыленный и усталый, вернулся из очередной поездки к матери. Они сидели за ужином, и тишина между ними была густой и тягостной. «Мы почти не видимся. Ты все время либо на работе, либо у матери. Потерпи немного», — попросил он, избегая ее взгляда и перекатывая вилку в пальцах. Еще пара месяцев, и основные работы будут закончены. Потом будем ездить туда только отдыхать, обещаю. Мне кажется, ты не понимаешь». Грустно, почти безнадежно сказала Вера. «Дело не только в твоем постоянном отсутствии. Ты тратишь наши общие деньги, наши сбережения на дом, которым будет пользоваться исключительно твоя мать. При этом все наши с тобой планы и ремонт в этой квартире, и поездка в отпуск, о которой мы мечтали, все отложено на неопределенный срок. У нас есть крыша над головой, есть работа. Что тебе еще нужно?» Раздраженно, почти огрызнулся он. «Неужели нельзя немного потерпеть ради близких?» В этот момент Вера с леденящей ясностью поняла, что они говорят на совершенно разных языках и живут в разных системах координат. Для нее семья — это прежде всего они с Артёмом, их совместное благополучие и выстроенное общими усилиями будущее. Для Артёма же семья — это в первую очередь его мать и сестра, а жена должна безропотно принимать это как данность и неизбежную долю. Напряжение, копившееся месяцами, достигло своей критической точки, когда однажды поздно вечером Артём вернулся домой необычно взвинченным. Он метался по гостиной, словно загнанный зверь, что-то бессвязно бормоча себе под нос и настойчиво избегая смотреть Вере в глаза. «Что-то случилось?» — наконец спросила она, отложив книгу. «Нам нужно серьезно поговорить». Артём наконец остановился посреди комнаты и посмотрел на жену, и в его взгляде читалась паника. «У мамы проблемы с банком. Из-за какой-то ошибки в документах. Они требуют досрочного погашения значительной части кредита, иначе грозятся изъять дом». «Сколько?» — напрямую, уже чувствуя, к чему все идет, спросила Вера. 2 миллиона. Артём опустил глаза. «У мамы таких денег нет, у меня тоже. Наши сбережения — это капля в море». Он замолчал, и Вера уже знала, что услышит дальше. «Я думал, может, мы могли бы продать твою, то есть нашу вторую квартиру?» Он говорил быстро, словно боялся, что его перебьют. «Сейчас хорошая конъюнктура. Мы бы получили больше, чем вложили. Часть денег пошла бы на погашение маминого кредита, а остальное могли бы просто положить в банк или во что-то вложить». Вера молчала, пытаясь осмыслить весь ужас и абсурд ситуации. В голове крутились десятки вопросов. Почему банк вдруг потребовал досрочного погашения? Что это за ошибка в документах? Почему нельзя рефинансировать кредит или договориться о рассрочке? Но она понимала, что спрашивать бессмысленно. Артём либо не знал ответов, либо не хотел их озвучивать. «Нет», — твёрдо, без колебаний сказала она. «Я не буду продавать квартиру. Это мой добрачный актив,
мой личный финансовый резерв. И я не собираюсь его тратить на решение проблем твоей матери, которые она сама же и создала». Что значит нет? Артём повысил голос. Его лицо исказилось от неверия и гнева. «Вера, ты не понимаешь. Речь идет о крыше над головой моей матери. Банк заберет дом, и она останется на улице». «Не останется», — спокойно, хотя внутри все дрожало, возразила Вера. «У нее есть ты, есть Галина. В конце концов, можно снять квартиру. Это будет гораздо дешевле и разумнее, чем содержать тот дом, который она не может потянуть». «Ты предлагаешь моей матери жить в съемной квартире?» Артём был в ярости. После того, как она всю жизнь мечтала о собственном доме, «Я предлагаю твоей матери жить посредством». Вера тоже начала закипать. «Нельзя покупать то, что не можешь себе позволить, а потом ожидать, что кто-то другой будет вечно решать твои финансовые проблемы». Они спорили до глубокой ночи. Артём переходил от униженных уговоров к откровенным угрозам, от щедрых обещаний к грязным обвинениям. Вера оставалась непреклонной, как скала. Она понимала, уступить сейчас значит создать опаснейший прецедент, после которого любая прихоть свекрови будет безапелляционно оплачиваться из их семейного бюджета. Наконец Артём сдался. Точнее, сделал вид, что сдался. Он, бормоча что-то о бессердечности и эгоизме, ушел спать на диван в гостиную. Вера осталась одна в их спальне, но долго ворочалась сбоку на бок, не в силах уснуть. Она отдавала себе отчет, что их отношения висят на волоске, но не видела иного выхода. Уступить в таком фундаментальном вопросе значило для нее потерять не только деньги, но и самоуважение и окончательный контроль над собственной жизнью. Утром Артёма уже не было дома. Он ушел на работу раньше обычного, не попрощавшись. Вера тоже собралась и поехала в офис, с отчаянием пытаясь сосредоточиться на профессиональных задачах и выкинуть из головы тягостные мысли о домашнем крахе. Весь день прошел в сплошном напряжении. Вера не могла сосредоточиться на работе, постоянно возвращаясь мыслями к вчерашнему разговору, к его глазам, полным ненависти, и к собственному решению, которое казалось ей единственно верным, но от этого не становилось менее горьким. Несколько раз в течение дня ее рука сама тянулась к телефону, чтобы позвонить Артёму, но каждый раз она откладывала трубку. О чем, собственно, говорить? Ее позиция была непоколебима, а извиняться за защиту собственных интересов и границ она не собиралась. В обеденный перерыв, когда она пыталась отвлечься за чашкой кофе, на экране телефона вспыхнуло имя свекрови. Вера колебалась, отвечать или нет, но, поддавшись странному чувству долга, все же взяла трубку. Верочка, деточка моя. Голос Антонины Григорьевны звучал непривычно заискивающе и мягко. Мне Артём рассказал о вашем вчерашнем разговоре. Я все понимаю, правда. Это твоя квартира, твои деньги. Но пойми и ты меня. Я уже не молодая женщина. Всю жизнь мечтала о собственном уголке с садиком. Неужели нельзя войти в моё положение? «Антонина Григорьевна», — спокойно, но твердо начала Вера. «Я понимаю ваше желание жить в хороших условиях, но вы взяли на себя финансовые обязательства, которые не можете выполнить, и теперь ожидаете, что другие будут решать ваши проблемы». Но ведь Артём мой сын. В голосе свекрови вновь зазвучали обиженные, требовательные нотки. «Неужели ты запрещаешь ему помогать родной матери?» «Я ничего не запрещаю Артёму», — терпеливо сквозь стиснутые зубы объяснила Вера. «Он взрослый человек и может распоряжаться своими деньгами так, как считает нужным. Но моя добрачная собственность — это моё личное имущество, и я не готова с ним расстаться». Разговор продолжался в том же изматывающем дуэте ещё минут 10. Антонина Григорьевна виртуозно переходила от слезливых просьб к колким обвинениям, от жалоб на судьбу к едва завуалированным угрозам. Но Вера, чувствуя, как с каждым словом внутри нарастает стальная решимость, оставалась непреклонной. В конце концов свекровь, не добившись своего, с раздражением бросила трубку, бросив на прощание, что Артём ещё разберётся с этим. После такого разговора сосредоточиться на работе стало и вовсе невозможно. Вера, чувствуя полное опустошение, решила уйти пораньше. Взяла отгул за переработку и поехала домой. Ей отчаянно хотелось побыть одной, собраться с мыслями, а может быть, позвонить подруге и просто выговориться, излить накопившуюся горечь. В квартире царили тишина и пустота.
такие же гнетущие, как и в ее душе. Вера приняла горячий душ, заварила чай с ромашкой и устроилась на диване с ноутбуком, бессознательно открыв таблицу с их семейным бюджетом. Она пыталась понять, есть ли хоть какая-то возможность выделить деньги на помощь свекрови, не обрушив при этом окончательно их с Артёмом финансовое будущее. Но цифры не радовали. Их и без того скромные сбережения таяли на глазах последние месяцы, словно снег под весенним солнцем, из-за постоянных займов родственникам Артёма и его собственных необдуманных трат. Внезапный звук поворачивающегося в замке ключа заставил её вздрогнуть. Артём вернулся неожиданно рано, и уже по его тяжелым, неуверенным шагам и громкому с размаху хлопку двери стало ясно. Настроение у него было отвратительное. «Ты уже дома?» — удивился он, увидев жену в гостиной, и в его голосе прозвучало скорее раздражение, чем радость. «Разве у тебя сегодня не до 7?» «Взяла отгул», — коротко ответила Вера, прикрывая ноутбук. «А ты тоже», — буркнул Артём, проходя на кухню. Он открыл холодильник, достал бутылку пива, открутил крышку и сделал несколько длинных глотков прямо из горлышка. Это было необычно и тревожно. Обычно он позволял себе пиво только по выходным и наливал его в высокий бокал. «Что-то случилось?» — осторожно спросила Вера, следя за ним из гостиной. Артём молча допил первую бутылку, отправил ее в мусорное ведро с глухим стуком и достал из холодильника вторую. «Мама звонила». Вместо ответа бросил он, и это прозвучало как обвинение. «Да», — честно призналась Вера, — «мы поговорили». «И ты, конечно, отказала». Это было не вопрос, а констатация, произнесённая с ледяным презрением. «Артём, мы уже обсуждали это». Вера почувствовала, как нарастает знакомая, изматывающая усталость. «Я не собираюсь продавать свою квартиру для решения финансовых проблем твоей мамы. Если ты хочешь помочь ей, ищи другие варианты». «Других вариантов нет!» Артём резко повысил голос, и его лицо исказило гримаса гнева. «Я всё перепробовал. Банк не идёт на уступки, отсрочку не дают, а о рефинансировании и речи быть не может. А виной всему твоё упрямство. Если бы ты сразу согласилась продать квартиру, мы бы уже давно решили проблему и жили спокойно». «При чём тут моё упрямство?» Вера тоже начала закипать, вставая с дивана. «Это твоя мать взяла кредит, который не может выплатить. Это ты стал созаёмщиком, не посоветовавшись со мной. Я же тебя предупреждала, что так и будет, но вы оба меня не слушали». Артём допил вторую бутылку и с грохотом поставил её на стол. «Знаешь что?» Его глаза нехорошо блестели, а речь стала заплетаться. «Мне надоело выслушивать твои нравоучения. Я предупреждала, я говорила. Ты всегда такая правильная, такая умная. А на деле просто жадная эгоистка, которая не хочет помочь в трудную минуту». «Ты пьян», — констатировала Вера, стараясь сохранять ледяное спокойствие, хотя сердце бешено колотилось в груди. «Давай продолжим этот разговор, когда ты протрезвеешь». Она попыталась выйти из кухни, чтобы избежать эскалации, но Артём, движимый внезапной яростью, резко схватил её за руку выше локтя, сжимая так сильно, что она вскрикнула от боли и неожиданности. «Нет», — прошипел он, и его дыхание, сдобренное хмельным перегаром, обожгло её лицо. «Мы поговорим сейчас». Его голос, низкий и хриплый, звучал откровенно угрожающе. «Я принял решение. Мы продаём квартиру и точка. Она записана на тебя, но половина по закону принадлежит мне, как мужу». «Это не совсем так», — осторожно, но твёрдо ответила Вера, высвобождая свою руку из его захвата. «Ипотека была полностью погашена мной до брака. Я консультировалась с юристом. По закону это полностью моя добрачная собственность». «Ах, ты уже и с юристом консультировалась?» Артём побагровел от бессильной ярости, его глаза стали стеклянными. «Значит, давно готовилась кинуть меня?» «Не кинуть, а защитить свои интересы», — поправила его Вера, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «И да, я всегда защищаю то, что принадлежит мне по праву. И сейчас не собираюсь отступать». «Посмотрим». Угрожающе, почти по-змеиному прошипел он. «Знаешь, у меня завтра выходной. Я съезжу к нотариусу, возьму у тебя документы на квартиру и оформлю доверенность на продажу. Так будет проще. Для всех». «Не получится».
Спокойно, глядя ему прямо в глаза, ответила Вера. Документы находятся в банковской ячейке. Доступа у тебя к ней нет. И никакой доверенности я подписывать не собираюсь. Артём смотрел на неё с нескрываемой ненавистью. Было видно, как он изо всех сил сдерживается, чтобы не ударить. «Ты пожалеешь об этом», — процедил он сквозь стиснутые зубы, и каждое слово было похоже на удар хлыста. «Клянусь, ты очень пожалеешь». Он резко развернулся, схватил свою куртку и выскочил из квартиры, с оглушительным грохотом захлопнув за собой дверь. Вера осталась стоять посреди кухни, глубоко дыша, пытаясь успокоить дрожь в коленях. Такого Артёма, агрессивного, грубого, почти неконтролируемого, она еще не видела. Это пугало ее до глубины души и впервые заставило серьезно задуматься о собственной безопасности. Она позвонила подруге Наташе и коротко сбивчиво описала ситуацию. «Приезжай ко мне», — немедленно предложила та. «Не стоит тебе сейчас оставаться одной. Он может вернуться еще более пьяным и агрессивным». «Спасибо, но я останусь дома», — твердо ответила Вера, сжимая телефон в потной ладони. «Не хочу давать ему повод думать, что я его боюсь или чувствую себя виноватой. Все будет хорошо. Он просто выпустил пар и успокоится». Но в глубине души она сомневалась. Происходящее все меньше походило на обычную семейную ссору и все больше на серьезный, необратимый кризис отношений. Возможно, их брак действительно подходил к бесславному концу. Артём не вернулся ни в тот вечер, ни на следующий день. Он не отвечал на звонки и сообщения. Вера пыталась сосредоточиться на работе, но мысли постоянно возвращались к ситуации дома. В конце концов, она решила взять еще один выходной, чтобы разобраться с накопившимися домашними делами и привести в порядок расшатанные нервы. Вечером третьего дня, когда Вера уже начала серьезно беспокоиться не только об их отношениях, но и о его физическом состоянии, Артём наконец появился. Он был трезв, но выглядел измождённым и усталым, а в его глазах читалась какая-то мрачная, отчаянная решимость. «Нам надо поговорить», — сказал он, проходя в гостиную, не глядя на неё. «Конечно». Вера отложила книгу, которую читала, стараясь сохранять внешнее спокойствие. «Я слушаю». Артём сел напротив неё, положил руки на колени и посмотрел прямо в глаза. Его взгляд был тяжелым и неподвижным. «Вера, моя мать взяла в кредит 5 миллионов, чтобы купить дом. Теперь придется продать твою квартиру, чтобы погасить долг. И не смей даже спорить, а то зубы повыбиваю». Рявкнул он внезапно, резко вскакивая и замахиваясь на жену. Но Вера, к его изумлению, лишь улыбнулась, горькой, усталой улыбкой, и спокойно, с ледяным презрением произнесла: «Идиот, на что ты надеялся? Что я просто продам свою квартиру и отдам деньги твоей матери?» «Да, но мать купила себе дом, а свою квартиру отдала сестре. Она не сможет выплатить его сама». Артём смотрел на неё с какой-то животной, отчаянной надеждой. «Да мне плевать!» — холодно отчеканивая каждое слово, ответила Вера. «Я не собираюсь ничего выплачивать. И как ты посмел мне угрожать, чучело?» «Ах ты!» — рявкнул Артём и кинулся на неё. То, что произошло дальше, удивило их обоих. Вера, благодаря годам регулярных, выматывающих тренировок айкидо, среагировала мгновенно и инстинктивно. Она легко перехватила его руку, мягко ушла с линии атаки и, используя его собственную силу и инерцию, провела чёткий, отточенный болевой приём. Артём с грохотом оказался на полу, скрученный в неестественной позе. Его лицо исказилось от боли и неверия. «Ты что творишь?» — прохрипел он, пытаясь вырваться. «Защищаюсь», — спокойно ответила Вера, не ослабляя захвата. «А теперь слушай внимательно. Я отпущу тебя, и ты спокойно соберешь свои вещи и уйдешь. Если попытаешься напасть снова, я вызову полицию. И поверь мне, поверят мне, а не тебе». Она медленно, контролируя каждое его движение, отпустила его руку и отступила на безопасное расстояние, занимая устойчивую стойку. Артём, потирая онемевшее запястье, поднялся с пола и посмотрел на жену с дикой смесью удивления, унижения и злости. «Ты совсем сдурела?» «Нет. Я просто защищаю себя и своё имущество». Вера скрестила руки на груди. Её голос не дрожал. «У тебя есть 30 минут, чтобы собрать свои вещи и покинуть мою квартиру. Навсегда».
«Это моя квартира тоже», — возразил Артём, пытаясь вновь обрести почву под ногами. «Я твой муж. Мы здесь вместе живем. Квартира принадлежит мне. Договор купли-продажи на моё имя», — холодно парировала Вера, не отступая ни на шаг. «И после того, как ты попытался поднять на меня руку, я имею полное право выставить тебя за дверь. Немедленно». Артём хотел что-то возразить, но, встретив её стальной, не дрогнувший взгляд, лишь сдавленно выдохнул. Он молча прошёл в спальню и начал с силой швырять свои вещи в большую спортивную сумку, громко хлопая ящиками комода. Вера внимательно следила за ним из дверного проёма. Её тело было собрано и готово в любой момент среагировать на новую вспышку ярости. Когда основные вещи были беспорядочно скомканы и упакованы, Артём остановился посреди комнаты, тяжело дыша. «Это ещё не конец», — прошипел он, бросая на неё взгляд полный ненависти. «Я вернусь. И мы решим этот вопрос по-другому». «Нет, Артём». Она покачала головой, и в её голосе не было ни капли сомнения. «Это конец. Ты переступил черту, за которую нельзя было заходить. Завтра я подаю на развод». «Ты не посмеешь!» Он снова начал заводиться. Его кулаки сжались. «Ещё как посмею!» Вера твёрдо указала рукой в сторону прихожей. «А теперь уходи, немедленно!» Артём с силой дёрнул сумку с пола, пробормотал под нос нецензурную брань и направился к выходу. На пороге он задержался, обернувшись, чтобы бросить последний уничижительный взгляд. Но Вера опередила его. «До свидания, Артём. Ключи оставь на тумбочке». Он с размаху швырнул связку ключей на кафельный пол, так что они с звоном отскочили от стены, и выскочил в подъезд, оглушительно хлопнув дверью. Вера тут же повернула задвижку, накинула прочную цепочку и, прислонившись спиной к прохладной деревянной поверхности, наконец позволила себе выдохнуть. Руки её мелко дрожали, сердце колотилось как бешеное. Но сквозь всю эту бурю эмоций она с удивлением ощущала странное, почти болезненное облегчение. Словно тяжелый, давивший на плечи груз последних месяцев, вдруг исчез. Она прошла в гостиную, налила себе полный бокал прохладного красного вина и опустилась на диван. Теперь требовалось продумать дальнейшие действия. Во-первых, срочно сменить замки. Артём наверняка мог сделать дубликат ключей. Во-вторых, завтра же проконсультироваться с юристом насчет незамедлительного начала бракоразводного процесса. В-третьих, предупредить консьержа, чтобы больше не пускал ее бывшего мужа в подъезд. Ее размышления прервал настойчивый звонок телефона. На экране высветилось имя свекрови. Вера на мгновение заколебалась, но потом решила, что лучше расставить все точки над «и» сразу же. «Алло, Вера, что происходит?» Голос Антонины Григорьевны звучал неестественно встревоженно. «Артём приехал к нам, весь в слезах. Говорит, ты его выгнала. Это правда?» «Да, Антонина Григорьевна, это правда». Спокойно, без тени эмоций ответила Вера. «Ваш сын угрожал мне физической расправой и попытался ударить. У меня не было другого выбора». «Не может быть!» — охнула свекровь с плохо сыгранным ужасом. «Артём никогда не поднимал руку на женщину. Ты наверняка всё преувеличиваешь». «Нисколько. И знаете, почему он это сделал?» Вера начинала терять последние остатки терпения. «Потому что я отказалась продавать свою квартиру, чтобы спасти вас от последствий вашего же безответственного решения взять неподъемный кредит на дом, который вы не можете себе позволить». «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — возмутилась Антонина Григорьевна, мгновенно перейдя от жертвы к агрессору. «Я всегда знала, что ты меркантильная особа. Бедный мой мальчик. Как он мог связать свою жизнь с такой бессердечной женщиной?» «Антонина Григорьевна». Вера старалась говорить ровно, хотя ее уже трясло от гнева. «Ваше мнение обо мне меня больше не волнует. Я подаю на развод. И очень советую вам и вашему сыну больше не беспокоить меня звонками или визитами. В противном случае я буду вынуждена обратиться в полицию». Не дожидаясь ответа, она завершила звонок и тут же заблокировала номер свекрови. То же самое она проделала с номерами Артёма и его сестры. Затем она набрала номер службы по срочной замене замков. К её счастью, нашлась фирма, готовая приехать в течение часа. Пока Вера ждала мастера, она вновь и вновь обдумывала произошедшее.
Брак, который когда-то казался таким многообещающим, закончился полным крахом. Артём оказался не тем человеком, за которого она его принимала. Или, возможно, он всегда был таким, а его истинная сущность проявилась лишь под давлением обстоятельств и влиянием его семьи. Но так или иначе, она не испытывала ни капли сожаления о своем решении. Угрозы и попытка применения силы — это та последняя черта, которую нельзя переступать ни при каких условиях. И если Артём так легко дошёл до физической агрессии, что могло случиться дальше? Мастер прибыл вовремя и быстро заменил замок на новый, с усиленной броненакладкой. Расплатившись и получив 3 блестящих ключа, Вера наконец почувствовала себя в безопасности. Она приняла долгий горячий душ, смывая с себя напряжение последних дней, заварила свежий чай с мятой и устроилась с ноутбуком, чтобы начать поиск хорошего, желательно беспринципного адвоката по семейным делам. Следующие несколько дней были наполнены практическими хлопотами. Она собрала все необходимые документы для подачи на развод, обновила свое завещание, навсегда исключив из него Артёма, обратилась в банк, чтобы расторгнуть все совместные счета и открыть новые, доступ к которым будет принадлежать только ей. Каждое действие, каждый новый документ были не просто формальностью, а кирпичиком в фундаменте ее новой, самостоятельной и свободной жизни. Артём предпринимал отчаянные попытки связаться с Верой через общих знакомых, используя их как живые шлюзы для передачи своих мольб и упреков. Однако Вера оставалась непреклонной, словно гранитная скала, о которую разбивались все его эмоциональные волны. Она сочла необходимым кратко и без лишних драматических подробностей объяснить ситуацию своим самым близким друзьям, чтобы упредить возможные манипуляции и искажения фактов с его стороны. К ее немалому удивлению, большинство отнеслось к ее решению с глубоким пониманием и оказало ей столь нужную моральную поддержку. «Я всегда чувствовала, что с ним что-то не так», — призналась Наташа за очередной совместной чашкой кофе. «Слишком уж он был идеальным, слишком внимательным, словно играл хорошо выученную роль. Мне кажется, дело не только в этом», — задумчиво ответила Вера, медленно помешивая ложечкой в кружке. «Он искренне любил меня, по-своему. Но наши жизненные ценности оказались абсолютно несовместимы. Для него семья — это прежде всего мать и сестра, а жена — что-то вроде дополнительного, удобного источника ресурсов. А для меня семья — это мы вдвоем, наше общее будущее, наши дети. Это фундаментальное противоречие. И рано или поздно оно все равно всплыло бы на поверхность, уничтожив все на своем пути. Спустя неделю после рокового инцидента Вера получила неожиданное сообщение от Галины. В отличие от своей матери и брата, сестра Артёма выражалась сдержанно и почти что с извиняющимися нотками в тоне. «Вера, я понимаю, что ты не хочешь больше общаться с нашей семьей, и не могу винить тебя за это. Но, пожалуйста, знай, я не поддерживаю то, как поступили мама и Артём. Они оба переступили всякие черты. Если тебе понадобится свидетель в суде или какая-то информация, я готова помочь. Береги себя». Вера не стала отвечать, но сохранила сообщение в архиве. Возможно, Галина была искренна, а возможно, это была лишь очередная, более изощренная манипуляция. Так или иначе, держаться подальше от этой семьи в полном составе было самым разумным и безопасным решением. Подготовка к бракоразводному процессу шла полным ходом. Адвокат Веры, опытная и прагматичная женщина средних лет по имени Маргарита Петровна, заверила ее, что дело обещает быть несложным. Брак был коротким, общих детей не имелось, имущество в основном являлось добрачным. Единственной потенциальной проблемой могла стать ее вторая квартира. Но и здесь закон был целиком на стороне Веры. Добрачное имущество остается собственностью того супруга, кому оно принадлежало до брака, разъяснила адвокат, просматривая документы. Поскольку вы оформили ипотеку до свадьбы и продолжали выплачивать ее из своих личных средств, квартира полностью ваша. То же самое касается и второй квартиры. Муж может претендовать лишь на совместно нажитое имущество. «А что конкретно входит в это понятие?» — уточнила Вера. «В вашем случае бытовая техника, мебель, возможно, автомобиль, если он был приобретен в период брака, а также сбережения, накопленные за время супружества». Адвокат просмотрела свои записи.
Но, судя по вашим словам, особых сбережений у вас не было, а большая часть крупных покупок сделана вами еще до брака. «Да, мы были женаты всего 1,5 года», — подтвердила Вера. Тогда процесс должен пройти максимально гладко, заключила Маргарита Петровна. Если, конечно, ваш муж не решит из чувства мести усложнить ситуацию. И Артём действительно решил ее усложнить. Вера узнала об этом, когда на ее имя пришла официальная повестка в суд. Муж не просто согласился на развод, он подал встречный иск, требуя признать вторую квартиру совместно нажитым имуществом и разделить ее стоимость поровну. «Он не имеет на это никакого права!» — возмутилась Вера, показывая документы своему адвокату. «Квартира куплена до брака, и все ипотечные платежи я осуществляла исключительно со своего личного счета. Технически вы абсолютно правы. Адвокат внимательно изучала поданные Артёмом бумаги. Но здесь есть один интересный юридический нюанс. Ваш муж утверждает, что часть ипотечных платежей в период брака осуществлялась из вашего общего бюджета, то есть фактически с его финансовым участием. «Но это же откровенная ложь!» Вера с силой покачала головой. У нас был отдельный счет для общих бытовых расходов. На ипотеку я всегда, без единого исключения, платила со своего личного, добрачного счета. У меня сохранились все банковские выписки. Они это 100% подтвердят. «Отлично», — кивнула адвокат. «Это значительно упрощает нашу позицию. Предоставьте мне все выписки за весь период брака, и мы в суде легко опровергнем все его беспочвенные претензии». Вера была уверена в своей правоте как никогда, но все равно не могла полностью избавиться от нервного напряжения. Адвокат Артёма могла придумать какие-то дополнительные, изощренные аргументы или попытаться очернить ее репутацию в глазах суда. На первое заседание она пришла собранной и подтянутой. Там она увидела Артёма впервые с момента их последней ссоры. Он выглядел осунувшимся. Под глазами залегли темные, почти фиолетовые круги, но держался с показной натянутой уверенностью. Рядом с ним, как тень, сидела Антонина Григорьевна, бросая на бывшую невестку взгляды, полные немой, но огненной ненависти. В ходе изложения позиций сторон адвокат Веры, Маргарита Петровна, четко, структурированно и предельно логично представила все факты. Обе квартиры были приобретены до брака, ипотека по ним исправно выплачивалась с личного счета Веры. Никаких совместных вложений супругов в эту недвижимость не было. Все предоставленные ею документы и безупречные банковские выписки неопровержимо подтверждали эту позицию. Адвокат Артёма, молодой человек с напористой и агрессивной манерой ведения полемики, яростно, но безуспешно пытался оспорить эти неудобные для его клиента факты. Он с жаром утверждал, будто Артём регулярно вносил значительные денежные средства наличными на личный счет Веры, откуда впоследствии и осуществлялись все платежные операции по ипотечным обязательствам. Кроме того, он с упорством, достойным лучшего применения, настаивал на том, что его доверитель активно вкладывал собственные средства в дорогостоящий ремонт и обустройство обеих квартир, тем самым якобы существенно увеличивая их рыночную стоимость. «У вас есть документальные доказательства этих переводов?» — невозмутимо спросила судья, взирая на адвоката поверх очков. Тот на мгновение замешкался, почувствовав зыбкость почвы под ногами. «К сожалению, Ваша честь, переводы наличными средствами крайне сложно подтвердить документально», — начал он, выбирая выражение. «Однако у нас имеются свидетельские показания». «Чьи именно?» — уточнила судья, и в ее голосе прозвучала легкая усталость. «Материя ответчика Антонины Григорьевны», — торжественно провозгласил адвокат, которая неоднократно лично видела, как ее сын передавал истице крупные суммы наличных денег для ведения домашнего хозяйства. Вера едва сумела сдержать саркастическую улыбку. Этот аргумент был настолько нелепым и беспомощным, что даже судья с видимым трудом скрыла скептическую гримасу. Дальнейшее течение разбирательства лишь упрочило и без того сильные позиции Веры. Сам Артём, выступая свидетелем, нервно путался в собственных показаниях, не в состоянии назвать ни конкретных дат, ни точных сумм этих мифических финансовых вливаний. Когда же дело дошло до вопроса о разделе совместно нажитого имущества, Вера, движимая чувством облегчения и желанием поскорее закрыть эту главу жизни, великодушно заявила, что не претендует на часть вещей, формально подлежащих разделу: мебель, бытовую технику, посуду.
Я хочу только одного — как можно быстрее завершить этот изматывающий процесс и начать новую, свободную жизнь, твердо объяснила она суду. После краткого совещания судья огласила резолютивную часть решения. Иск о разводе удовлетворить. Все претензии Артёма на доли в квартирах истицы отклонить. Совместно нажитое имущество разделить в соответствии со скромным списком, представленным Верой. Выходя из прохладного, пропахшего официальными чернилами зала суда, Вера ощутила в груди колоссальное, всезаполняющее облегчение. Наконец-то этот затяжной кошмар закончился. Она снова была свободной, самостоятельной женщиной, полноправной и единоличной хозяйкой своей судьбы и своего имущества. У самого выхода из монументального здания суда ее настигла Антонина Григорьевна, чье лицо пылало от несдерживаемой боли и ярости. «Ну, ты довольна?» — прошипела она, пытаясь блокировать Вере путь. «Разрушила жизнь моему сыну, оставила нас без всякой поддержки». «Антонина Григорьевна», — спокойно, с ледяным достоинством ответила Вера. «Ваш сын сам разрушил нашу семью в тот момент, когда решил, что может мне угрожать и поднимать на меня руку. Я никого не опозорила. Я защитила себя. И знаете, вместо того, чтобы сваливать вину на меня, вам стоило бы задуматься о своей собственной роли в этой истории. Именно ваша финансовая безответственность и его слепая разрушительная привязанность к вам в итоге поставили крест на нашем браке». Лицо свекрови исказилось от бессильной злобы. «Как ты смеешь? Мы еще посмотрим, кто кого. Артём найдет себе нормальную жену, которая будет уважать настоящие семейные ценности. Желаю ему удачи», — парировала Вера и, плавно обойдя тучущуюся женщину, направилась к выходу. «И вам тоже, с вашим новым домом и долгами». Она вышла на улицу, глубоко вдохнув свежий, по-весеннему прохладный воздух, и почувствовала, как с ее плеч разом спадает невидимый, давивший все эти месяцы тяжелый груз. Впервые за долгое-долгое время она могла думать исключительно о себе и своем собственном будущем, не обремененная постоянной тревогой о чужих проблемах и долгах. Последующие несколько недель Вера с упоением посвятила тому, чтобы наладить новую, независимую жизнь. Она с радостью обновила интерьер своей квартиры, без сожаления избавившись от вещей, напоминавших о бывшем муже. С головой погрузилась в работу и принялась восстанавливать теплые связи с друзьями, с которыми невольно отдалилась за время неудачного брака. К своему собственному удивлению, она не испытывала ни горечи, ни сожаления о разрушенном союзе. Скорее, ее переполняло чувство долгожданного освобождения и распахнувшихся горизонтов новых возможностей, словно тяжелая дубовая дверь в прошлое наглухо захлопнулась за ее спиной, но при этом открылись десятки других, ведущих в светлое и ясное будущее. От общих знакомых Вера изредка получала отрывочные новости об Артёме. Тот, как выяснилось, съехал от матери и снимал небольшую квартиру на самой окраине города. Дом Антонины Григорьевны банк все таки изъял за систематическую неуплату по кредиту, и ей пришлось переехать к Галине, что лишь усугубило и без того плачевное финансовое положение семьи. По слухам, их долги только росли, обрастая новыми займами. Однажды, примерно через полгода после официального развода, Вера, возвращаясь с работы в свой уютный, ни с кем не делимый дом, заметила у подъезда знакомую, но сильно изменившуюся фигуру. Артём выглядел осунувшимся, постаревшим. В его осанке и взгляде не осталось и следа прежней самоуверенности. «Вера, можно с тобой поговорить?» Тихо, почти робко спросил он, заметив приближающуюся бывшую жену. Она остановилась на почтительном, безопасном расстоянии, инстинктивно готовясь в любой момент позвать на помощь или просто развернуться и уйти. «О чём?» Я хотел извиниться». Артём смотрел куда-то в землю у своих ног, не решаясь встретиться с ней взглядом. «То, как я вел себя, это непростительно. Особенно тот последний вечер. Я был не в себе, на меня слишком много всего навалилось. Это не оправдание для угроз и попыток применения насилия. Твердо, без колебаний сказала Вера, не позволяя голосу дрогнуть. «Знаю». Он тяжело вздохнул, и в этом звуке слышалось полное опустошение. «Я не оправдываюсь. Просто пытаюсь объяснить. После нашего развода многое изменилось. Мама потеряла дом,
Сестра выгнала нас из своей квартиры, когда мы не смогли платить за ее половину коммуналки. В общем, все окончательно развалилось. «Мне искренне жаль», — произнесла Вера, и это была правда. Она испытывала острое, почти физическое сочувствие, хотя и не чувствовала за собой ни капли вины. «Но я же предупреждала, что так и будет. Нельзя жить непосредством, брать кредиты, которые не можешь выплатить, и ожидать, что кто-то другой вечно будет решать твои проблемы». «Ты была права», — тихо, с горькой покорностью признал Артём. «Во всем была права. Я только сейчас до конца это понял». Между ними повисло неловкое затяжное молчание. Вера не знала, что еще сказать. Она не испытывала к бывшему мужу ни гнева, ни злорадства, лишь глубинную костную усталость и жгучее желание раз и навсегда закрыть эту болезненную главу своей жизни. «Чего ты хочешь, Артём?» — наконец спросила она прямо. «Не знаю, честно», — признался он, безнадежно разводя руками. «Может, прощение или второго шанса?» «Я тебя прощаю», — просто сказала Вера. «Но второго шанса не будет. Слишком много всего произошло. Слишком сильно ты меня разочаровал. Мы не подходим друг к другу, Артём. И лучше осознать это сейчас, чем мучить друг друга годами». Он лишь молча кивнул, словно ожидал именно такого ответа. «Я понимаю. Просто хотел, чтобы ты знала. Я сожалею, и спасибо тебе за все хорошее, что было. И тебе спасибо». Вера слабо, без радости улыбнулась. «Надеюсь, ты справишься со всеми трудностями и найдешь свой путь». Они попрощались, и Вера вошла в подъезд, не оглядываясь. Она точно знала, что больше никогда не увидит Артёма. Эта короткая тягостная встреча стала финальной точкой в их общей истории. Последним штрихом, завершившим картину неудавшегося брака. Жизнь тем временем продолжалась, и Вера наполняла ее новыми красками. Она получила заслуженное повышение на работе, расширила круг общения и, наконец, записалась на курсы фотографии. Давнее увлечение, на которое раньше вечно не хватало времени и душевных сил. Она чувствовала себя счастливее, гармоничнее и свободнее, чем когда-либо прежде. Спустя год после развода, гуляя с фотоаппаратом в осеннем городском парке, она случайно познакомилась с Алексеем. Он оказался архитектором и, как выяснилось, разделял ее страсть к фотографии. Они начали встречаться, не торопясь, осторожно, не форсируя события и с огромным уважением относясь к личным границам и финансовой независимости друг друга. «У меня есть квартира, 2 машины, небольшая студия, где я иногда работаю по выходным», — рассказывал он как-то за ужином, без хвастовства, просто констатируя факты. «Все это я заработал сам, без помощи родителей или огромных кредитов. И очень этим горжусь». «Я тоже горжусь своими достижениями», — улыбнулась Вера, чувствуя легкость и взаимопонимание. 2 квартиры, машина, стабильная карьера — и все это благодаря правильному финансовому планированию и дисциплине. «Потрясающе!» — искренне восхитился Алексей. «Редко встретишь женщину, которая так разумно и ответственно относится к финансам». Их отношения развивались плавно и гармонично, без драм, скандалов и выяснений отношений. Они разделяли общие жизненные ценности, уважали независимость друг друга и строили совместные планы на будущее, которые учитывали интересы и цели обоих. Спустя 1,5 года Алексей сделал ей предложение, и Вера, не колеблясь, согласилась, чувствуя глубокой интуицией, что на этот раз ее выбор абсолютно правилен. Перед свадьбой они, по инициативе Алексея, составили брачный договор, четко оговорив в нем все имущественные вопросы. «Лучше иметь такую бумагу и никогда ею не воспользоваться, чем потом о чем то жалеть», — сказал он. Вера полностью разделяла эту точку зрения. Горький опыт первого брака научил ее, что даже самые светлые чувства могут быть омрачены прозаичными, но важными вопросами, если не обсудить их заранее. Их свадьба была именно такой, о какой Вера всегда мечтала. Скромной, но невероятно элегантной, в кругу самых близких друзей и родных. На торжество были приглашены только те, кто искренне радовался за молодоженов и желал им счастья. Медовый месяц они провели в путешествии по Европе, которые долго и тщательно планировали вместе, учитывая интересы друг друга. Они наслаждались каждым моментом, каждым новым городом, чувствуя, что наконец-то обрели человека,
с которым можно построить по-настоящему крепкую, надежную и счастливую семью. Однажды, во время неспешной прогулки по узким, дышащим историей улочкам Праги, Алексей неожиданно спросил: «А ты никогда не жалела о своем решении расстаться с первым мужем? Даже в минуты слабости или сомнений?» Вера на несколько секунд задумалась, глядя на золотистые фасады старинных домов. «Знаешь, как ни странно, нет», — честно ответила она. «Я жалела о потраченном впустую времени, о разочаровании, но не о самом решении. Оно было единственно верным в той ситуации. Если бы я осталась, мне пришлось бы отказаться от части себя, от своих ценностей и принципов. Это была бы уже не я». «Понимаю», — кивнул Алексей, беря ее руку в свою. «Любить не значит растворяться. Иногда сохранить себя — это необходимость». «Именно», — Вера улыбнулась, чувствуя благодарность за его понимание. «Я бесконечно рада, что нашла человека, который не просто понимает это, но и принимает и ценит». Спустя 2 года после свадьбы Вера и Алексей купили просторный дом в пригороде с большим садом, уютной гостиной и отдельным кабинетом для каждого. Это была их совместная мечта, в реализацию которой они вложили равные усилия и финансовые средства. «Наша крепость», — с гордостью говорил Алексей, показывая дом друзьям. «Наше общее достижение», — добавляла Вера, и в этих словах звучала глубокая гармония. Они решили сохранить обе ее квартиры как источник пассивного дохода, и стабильная арендная плата позволяла им строить смелые долгосрочные планы, думая об образовании будущих детей и спокойной, обеспеченной старости. Иногда, в редкие тихие минуты, Вера вспоминала свой первый брак. Не с горечью или сожалением, а как суровый, но бесценный жизненный урок, который закалил ее характер и научил трезво смотреть на вещи. Она на собственном опыте узнала, что значит защищать свои личные границы, отстаивать свои интересы и не идти на разрушительные компромиссы в фундаментальных вопросах чести и самоуважения. От общих знакомых она изредка получала отрывочные новости о бывшем муже. После их разрыва Артём долго не мог встать на ноги. Менял работу, жил то у друзей, то у матери, которая в конце концов переехала в скромную однокомнатную квартиру на самой окраине. Ходили слухи, что он начал злоупотреблять алкоголем, но потом, казалось, взялся за ум. Нашел более-менее стабильную работу и со временем даже женился снова на тихой, непритязательной женщине с ребенком, которая, по словам тех же знакомых, держала его в ежовых рукавицах. Вера искренне надеялась, что он все же извлек горькие уроки из их общей истории и стал лучше, ради себя самого и своей новой семьи. Она не держала на него зла, испытывая лишь странную благодарность за тот опыт, который при всей своей болезненности сделал ее сильнее и в конечном счете помог обрести настоящее счастье. Однажды, сидя на просторной веранде их нового дома и наблюдая, как Алексей возится в саду, высаживая молодые яблони, Вера подумала, что все в ее жизни сложилось именно так, как и должно было случиться. Каждое непростое решение, каждый осознанный выбор, каждая преодоленная трудность привели ее именно сюда, к человеку, который безоговорочно уважал ее силу и независимость, разделял ее ценности и с энтузиазмом поддерживал ее мечты. Звонок телефона прервал ее размышления. Это была Наташа, сообщавшая радостную новость. Она выходит замуж и хочет, чтобы Вера стала ее свидетельницей. «Конечно, с огромным удовольствием», — сразу же согласилась Вера. «Отлично», — обрадовалась подруга. «Знаешь, я долго сомневалась, стоит ли вообще связывать себя узами брака после всех историй, которые мы видели. Но потом поняла. Главное — быть с правильным человеком. И еще никогда не жертвовать своей независимостью и самоуважением ради иллюзии отношений». «Ты так повзрослела», — рассмеялась Вера. «Помнишь, как ты убеждала меня меньше работать и жить?» — парировала Наташа. «Помню», — засмеялась Вера в ответ. «И до сих пор считаешь, что я слишком много работаю?» «Да», — призналась подруга. «Но я научилась уважать твой выбор. И, кстати, именно благодаря твоему примеру я тоже купила себе квартиру до свадьбы. Так спокойнее на душе». После разговора Вера спустилась в сад и, подойдя сзади, обняла Алексея, вдыхая свежий, пряный запах только что вскопанной земли. «Знаешь, что меня восхищает в тебе больше всего?» — спросил он, оборачиваясь и заключая ее в ответное объятие.
Что же? Твоя сила. Не физическая. Хотя и она тоже есть. Он улыбнулся, вспоминая историю с выдворением Артёма. А внутренняя. Ты всегда знаешь, чего хочешь от жизни, и не позволяешь никому сбить тебя с выбранного пути. Это редкое и бесценное качество. Этому пришлось научиться, тихо призналась Вера, прижимаясь к его груди. Иногда через боль и разочарование, но тем ценнее результат. И я безмерно рад, что могу разделить с тобой этот путь. Алексей нежно поцеловал ее в лоб. Глядя на их утопающий в зелени дом, на сад, который они вместе создавали, на жизнь, которую строили день за днем, Вера чувствовала глубокое, всеобъемлющее удовлетворение. Она не жалела ни о чем, ни о сложных решениях, ни о болезненных уроках. Все это сделало ее той женщиной, которой она была сейчас. Сильной, уверенной, знающей цену себе и своему труду. И самое главное, она усвоила главный жизненный принцип, выстраданный и оплаченный высокой ценой. Ни свое не отдам. Ни свою независимость, ни свое достоинство, ни свое имущество, ни свои принципы. Это был суровый урок, который стоил ей первого брака, но в конечном счете подарил ей подлинное счастье и твердую уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что были с нами до конца этой истории. А как вы думаете, права ли была Вера в своих принципах? Ждем ваши мысли в комментариях. Нам очень важно ваше мнение. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые истории. До новых встреч!